Please let me change the subject for a moment. Why is the abortion rate so high in the Soviet Union? Suddenly I feel silence from this audience. Ты взял и плюнул, как свинья. Tonight was one of terror. Развращающий молодежь. Против детей и молодежи. Против морали. Это западная болезнь. Он был первооткрывателем, он рассказывал такие вещи, такие истории, говорил такими словами, какими никто не говорил до него. Первая статья о сексе вышла у него еще в 1966 году. Вот он передовой ученый, который действительно ломает стереотипы. Секс, сексология и половая жизнь. До этого в энциклопедии были лишь половые преступления. Вокруг него силы зла, реакции, которые сопротивляются его идеям. Кто мне поможет? Я многому училась, а тут оказалась безграмотной. Да разве только я одна? Я хочу пригласить в студию крупнейшего специалиста в этой области, автора первой книги, первых тем на эту тему. Когда ты знаешь что-то существенное, важное для других, а они этого не знают, то уйти от этого только потому, что тебя за это травят, возвышенные слова говорить не надо, но тем не менее с этим ничего не поделаешь. С 1984 года на территории Российской Федерации действует международное общественное движение ЛГБТ. Интернациональным символом движения является флаг, состоящий из 6 полос, цвета которых идут сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Движение ЛГБТ по своей сути является деструктивным идеологическим механизмом воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, угрожает демографической ситуации в стране, способствует созданию условий для саморазрушения общества, ослабления семейных... Да, кажись, на моем месте судья Нефёдов, который все это сочинил, он наверняка решил бы, что перед ним штаб-квартира международного движения ЛГБТ. Но нет. Это всего лишь церковь в берлинском районе Кройсберг. Радужные флаги тут на каждом шагу. И означают они не просто принадлежность к квир-сообществу. Это символ равенства и борьбы с дискриминацией. Символ свободы личности. Право быть собой. В России этот флаг объявлен экстремистским. За него штрафуют и сажают. В конце 1923 года Верховный суд запретил все, что связано с международным движением ЛГБТ. Его, конечно, не существует, но власти уничтожают настоящие правозащитные организации, блокируют сайты, запрещают книги и фильмы, устраивают облавы в клубах. В разгар этой новой охоты на ведьм я так остро ощущаю отсутствие его голоса. Отношение к гомосексуальности – это идеальная лакмусовая бумажка для измерения демократизма и терпимости. При советской власти она была багровой от крови. Сегодня она краснеет от стыда. Профессор Игорь Кон, социолог, психолог, просветитель. Он писал и говорил публично на самые табуированные темы. Он не боялся спорить с властью и церковью и шел наперекор общественному мнению. Сперва советскому, потом российскому. Я никогда не был любителем острых ощущений. Нарушение идеологических догм и запретов не доставляло мне удовольствия. Просто любознательность и стремление постичь истину перевешивали страх и соображения житейской выгоды. Сейчас, когда в России снова насаждаются единомыслие и традиционализм, это не менее актуально.
Он не совершил открытий, перевернувших мировую науку. Его вклад куда важнее. Десятилетиями он вставал на защиту самых слабых и уязвимых людей. Его научной смелости позавидовали бы многие правозащитники и активисты. Я вообще не склонен, такие слова, как долг там и прочее, это слова не из моего репертуара. Я, в принципе, делаю, что хочу, занимаюсь, чем хочу. В этом смысле я свободный человек. Тем не менее, вот эта обязанность, когда ты знаешь что-то существенное, важное для других, а они этого не знают, то уйти от этого только потому, что тебя за это травят или, значит, от тебя ожидают того, чего ты заведомо не можешь, но с этим ничего не поделаешь. Это, так сказать, некая нравственная обязанность, возвышенные слова говорить не надо, но, тем не менее, с этим ничего не поделаешь. Когда-то на краю Тиргартена, недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот, проходила оживленная улица Инденцельтен. И в доме под номером 10 располагалось одно абсолютно уникальное заведение. Первый в мире институт сексологических наук. Берлин. Золотые 20-е. Неоновые огни, автомобили, кинематограф, джаз, кабаре, кокаин, свободная любовь. И даже для этого головокружительного времени Берлинский институт сексологии был чем-то из ряда вон. Здесь читают лекции по сексуальному просвещению и контрацепции, ведут прием физиологи и психиатры, проводят первые операции по коррекции пола. Здесь издают журналы и книги, открыта библиотека, есть даже музей, где можно поглазеть на древние фалоимитаторы. Основал институт в 1919 году знаменитый немецкий врач Магнус Хиршфельд. Он исследует сексуальность во всех ее проявлениях и борется за права геев и лесбиянок. In 50 bis 100 Jahren ist aufgrund der wissenschaftlichen Forschungsarbeit volles Verständnis für die Homosexualität vorhanden. Und die späteren Geschlechter werden es fast nicht verstehen können, dass bei einer Menschheit, die sich stolz Kulturmenschheit nennt, eine homoerote Nächtung möglich war. Но зачем ждать? Общество нового типа прямо сейчас строят в советской России. Наляг, страна, скорей моя, на непрерывный ход. Сильней коммуна, эй, моя, пусть вымрет быт, урод. Вперед время, вперед время, вперед время, вперед время. Вперед время, время, вперед. Уже первая советская конституция провозгласила равноправие мужчин и женщин. В 2020 году Советы стали первым в мире государством, легализовавшим аборты. Из Уголовного кодекса исчезла статья о мужеложестве, действовавшая со времен царя Николая I. Зато появился закон, запрещающий сексуальные домогательства. Нарком здравоохранения Николай Семашко посещал Институт сексологии в Берлине. Магнус Хиршфельд читал лекции в СССР. В советских кинотеатрах даже крутили его научно-популярный фильм «Законы любви». Причем Хиршфельд умудрился включить в него 40-минутный фрагмент из другого своего фильма, запрещенного в самой Германии, с говорящим названием «Не такой, как все». Меня девушки не любят. Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут. Шутки из этого фильма советские зрители знали наизусть. «Золотой теленок». Но и в нем не обошлось без Хиршфельда. Это он основал Всемирную лигу сексуальных реформ в 1928 году. Как раз в это время самые веселые советские писатели, Ильф и Петров, работали над одноименным романом. Впрочем,
Программа Лиги звучит серьезно и актуально даже сегодня. Экономическое, политическое и сексуальное равенство мужчин и женщин, реформа законодательства о браке, разводах и внебрачных связях, декриминализация гомосексуальности и ее нормализация. Наконец, всестороннее сексуальное просвещение. В том же 28 году, 21 мая, в Ленинграде, родился Игорь Кон. Интересное совпадение, ведь идеи, которые продвигала Всемирная лига Хиршфельда, он будет отстаивать всю жизнь. Свобода 20-х закончилась одинаково быстро и в Германии, и в СССР. В 30-м году выходит очередной том большой советской энциклопедии, этой витрины новой жизни. До немецких библиотек он доберется уже при Гитлере, но внутри есть статья о гомосексуализме. И какая! Помимо того, что законодательство, направленное против биологического отклонения, является абсурдом само по себе и не дает реальных плодов, оно действует крайне вредно на психику гомосексуалистов. До сих пор в передовых капиталистических странах далеко еще не закончена борьба в пользу отмены этих лицемерных установлений. Так, в Германии особенно страстную и небезуспешную борьбу за отмену закона против гомосексуализма ведет Магнус Гиршфельд. Советское законодательство не знает так называемых преступлений, направленных против нравственности. В 1934 году статья о гомосексуализме появилась в Уголовном кодексе. За секс по обоюдному согласию между двумя взрослыми мужчинами от 3 до 5 лет тюрьмы. Закон продвигал лично главный чекист Генрих Ягода, а главный пролетарский писатель Максим Горький радостно приветствовал его в газете «Правда». В стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, а в культурной стране великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка: «Уничтожьте гомосексуалистов, фашизм исчезнет». На самом деле нацисты разгромили институт сексологии одним из первых, 6 мая 1933 года. А 10 мая, когда в центре Берлина жгли вредные книги, в костер полетела и библиотека Магнуса Хиршфельда, и даже его бюст. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Сам Хиршфельд в это время был за границей и на родину больше не вернулся. Игорь Кон в сталинские 30-е был ребенком, но и у него сохранились вполне осязаемые воспоминания. Почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх. Из моих близких никто не был репрессирован, но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 году у нас в комнате на стенке карандашом незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым я должен был позвонить, если мою маму вдруг арестуют. Евгения Генриховна воспитывала сына в одиночку. Кон – это ее фамилия, не отца. Работала медсестрой в больнице. Жили бедно, в тесной ленинградской коммуналке. Один туалет на дюжину жильцов. Осенью 41-го, когда началась ленинградская блокада, мать и сын оказались в эвакуации в крошечном поволжском городке. Жизнь была страшная. Есть было нечего. По карточкам выдавали только хлеб. Чтобы получить бесплатное жилье, мама устроилась работать комендантом учебного корпуса Чувашского пединститута. И это открыло передо мной двери богатой институтской библиотеки. Никогда в жизни я не читал так много и продуктивно. В 7 классе я каким-то образом подсчитал, что даже ничего больше не делая, человек за всю жизнь не сможет прочитать больше 10-12 тысяч книг. И очень расстроился. В 15 лет он экстерном сдал школьные экзамены и поступил на истфак. С однокурсниками почти не общался, мешала разница в возрасте. Зато учил сразу 3 иностранных языка.
В 22 года за одно лето защитил 2 диссертации. К 30 стал доктором наук, а к 35 – профессором. Кажется, что экстерном он перескочил собственную юность, поэтому так живо интересовался опытом, который не успел пережить сам. Ну а неисправимым трудоголиком Игорь Кон оставался всю жизнь. Больше 60 книг, 300 научных и популярных статей. Его интеллектуальное наследие можно найти на любом языке и в любой библиотеке мира. Поскольку я просыпаюсь в 5 часов утра, и это от меня не зависит, то ничего другого, как сесть за компьютер, я придумать не могу. И если в это время у меня чего-то получается, я получаю от этого удовольствие. А если не получается, я расстраиваюсь. Александр Маркович, когда, как вы познакомились с Игорем Семеновичем, помните? Ну, точно не скажу, но с ним дружил мой отчим, Моисей Самойлович Каган, известный философ, профессор ЛГУ. Я познакомился с Игорем Семеновичем, я был мальчишкой буквально, подростком. А он любил общаться с подростками, учить их жизни. Он всегда был для меня таким старшим товарищем. Мы были друзья, но он обо всем, что меня тоже очень интересовало, обо всем этом он знал больше и рассказывал лучше. Он был такой очень спокойный, очень доброжелательный, мог говорить довольно долго такими, монологами, но с ним всегда было интересно. Известность в научных кругах пришла к Игорю Кону мгновенно. В 1951 году его статью опубликовал журнал «Вопросы философии», и ее сразу заметили. Потом он будет ругать свои первые тексты за пропагандистский вздор и бесконечные цитаты из Ленина, Сталина. Начало 50-х было страшным временем. Никакой свободы мысли и в помине не было. Оригинальные мысли мог высказывать только Сталин. Даже комментировать их было опасно. Когда я окончил аспирантуру, декан истфака пытался оставить меня в институте, но из этого, естественно, ничего не вышло. Неарийская фамилия была значительно важнее 2 диссертаций и статьи в вопросах философии. И в итоге меня распределили в Вологодский пединститут. Вернувшись в Ленинград, Игорь Кон 9 месяцев просидел без работы. В разгар масштабной антисемитской кампании он был идеальной мишенью. Не просто евреем, а буквально безродным космополитом, который смотрит на Запад. Таким он был просто в силу своего творческого метода, который сложился уже в первой его книге. Если полный профессор, ты мог заказывать книги, у тебя даже в советские времена была валюта. То есть не валюта, а такие типа сертификатов, но ты мог потратить только на книги. Вот надо было, куда-то сходить в библиотеку, там специальные каталоги, ты заказываешь, через полгода по почте получаешь по какой-то специальной почте. И, в общем, Кон это все освоил, наверное, раньше других, лучше других. Он реально читал и говорил на языках, на английском и на французском. Что тогда было, в общем, редкостью среди этих людей. Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья, с чувством великой скорби... Когда умер Сталин, 5 марта 1953 года, мы с другом пришли к Игорю заплаканные. Он в ярости наорал на нас. «Я считал вас умными, мыслящими людьми. Умер самый жестокий тиран в мире. Вы должны прыгать от радости, а вы тут слезы льете». Этот холодный душ отрезвил нас. В середине 50-х Игорь Кон пришел на философский факультет Ленинградского университета, но увлекся там новой модной наукой – социологией. При Сталине исследовать человека можно было лишь с позиции марксизма-ленинизма, то есть он винтик государственной машины, покорно выполняющий 5-летние планы. Хрущевская оттепель открыла новый взгляд. Места в большой многоярусной аудитории занимались за 2-3 часа до начала лекции. Народу набивалось столько, что казалось, зал может обрушиться. Многие сидели на полу или стояли. Игорь целенаправленно вел слушателей к усвоению главной идеи. Человек призван войти в царство внутренней свободы, должен найти себя, раскрыть заложенное в нем и добытое своими усилиями, не приспосабливаться к обстоятельствам и не прогибаться. В
Психологически эти лекции были одним из самых важных моих жизненных ощущений. Я получал такое удовольствие. Я аж рисовался, меня собственная внешность занимала. Помню, я надел новый костюм и галстук, а там выходили знакомые ребята из Литмо. И один из них сказал: «Игорь Семенович, вы такой красивый сегодня». И я сам себя чувствовал красивым. Это было приятно. В 1967-м на основе этих лекций профессор Кон выпустил книгу, соединив в названии два знаковых слова эпохи. Социология личности действительно была прорывом, потому что она уже ни с чем не спорила, никого не опровергала, а рассказывала о том, вот, как формируется человек, какие бывают разные там ценности, там, способы поведения, там, семейные отношения, многое другое. Я помню, что я ее прямо читал. Вот от корки до корки. И она вышла таким массовым изданием, по ней учились очень многие. Популярности добавили и статьи в «Новом мире», главном журнале оттепели. Говорить обо всем напрямик, разумеется, нельзя и здесь. Но читатели догадываются, психология предрассудка – это об антисемитизме, размышления об американской интеллигенции, про отношения с любой властью. Позже на эту статью будет ссылаться академик Сахаров в своих размышлениях. То, что я писал до середины 60-х, было более или менее профессионально, но безлично. «Новый мир» позволил в какой-то степени преодолеть эту отчужденность, выйти на темы, которые были не только социально, но и личностно для меня значимы. Тогда я сознательно сделал выбор, зная, что это будет мешать карьере, но зато даст возможность самореализации. Советская социология погибла, едва появившись на свет. В мае 1968 года при Академии наук появился Институт конкретных социальных исследований, ИКСИ. Профессор Кон перешел на работу туда, но погода за окном уже переменилась. В августе того же 1968-го советские танки раздавили в Праге робкие либеральные реформы. This is Radio Prague, the legitimate voice of occupied Czechoslovakia. The night was one of terror. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning. Nobody yet knows how many people were killed and wounded. К возможности существования социологии в Советском Союзе я изначально относился очень скептически. Потому что мне было понятно, что социология не может существовать без анализа социальной структуры. И второе, что было еще более табуировано, это отношение власти. А это было тоже абсолютно невозможно, поэтому на эти вещи выходили только люди наивные или потенциальные революционеры, которые еще не осознали своего истинного призвания. Через несколько лет в ИКСИ устроили чистки, уволив самых ярких сотрудников. Профессор Кон ушел сам. Еще не раз он будет менять институты, кафедры, сектора. Номенклатурные названия и должности больше не имеют значения. Важны темы, которыми он занимается. Меня всегда интересовали вещи социально значимые. Меня никогда не интересовали игры ради игр. О чем бы я ни писал, я знал, кому это надо. В своей области я никогда не занимался сюжетами, которыми занимались другие. Я вообще не выношу конкуренции, не выношу давки. Я никогда не бывал ни в какой толпе. По советским масштабам он карьеры никакой не сделал. То есть советская карьера для ученого состояла в том, что вот он защищает докторскую, становится профессором. Ну, профессор – это, конечно, хорошо. Стабильная зарплата, все такое. Но дальше надо становиться директором института, академиком. И по своим публикациям, по активности своей, по признанию, он вполне мог это все сделать. Но вот это ему уже совсем было не надо. То есть для советского общества он был первооткрывателем. Он рассказывал такие вещи, такие истории, говорил такими словами, какими никто не говорил до него. Русский читатель был вообще солена, как сама невинность. И ему интересно было, не только понимать это для себя, есть и такие ученые, как сам понял, и, в общем-то, ладно, и хватит. Нет, у него было достаточно темперамента для того, чтобы рассказывать об этом, что он понял,
И понимал он очень критически, очень творчески понимал. Вот он передовой, ученый, который действительно ломает стереотипы, он прогрессивен, он идет вперед, вокруг него силы зла, реакции, которые как-то, значит, с ним сражаются или сопротивляются его идеям. Психология подростков, дружба, формирование личности, самопознание. Книги профессора Кона на эти темы выходили огромными тиражами, не раз переиздавались и переводились на самые разные языки, от финского до китайского. Он очень много работал. И, наверное, работал по плану, как бы по календарю, по графику. Но он при этом выглядел довольно расслабленным человеком. Как бы. Он готов был к общению, значит, провести вечер в разговорах, там, прийти в гости, принять гостей, куда-то съездить. Но есть еще одно воспоминание у меня, что это был 1979 год, умер мой отец внезапно, скоропостижно. И Кун об этом узнал и пригласил меня, говорит, ну, я там переживал, мне было 24 года. Он говорит, я еду в Сочи, поехали со мной. И я провел с ним несколько дней, значит, он типа за все платил, снял там отдельный номер для меня в этом каком-то советском отеле. Ну, ходили на пляж, там купались, там все, разговаривали обо всем. То есть он мне тогда помог, ну, просто вытянул как-то меня. Но при этом никакой там специальной терапией он не занимался. В общем-то, никаких глубоких разговоров мы не вели. Он был таким добрым человеком в отношении, ну, тех людей, которых как-то выбирал по-своему. В роли домашнего психолога профессор Кон выступал часто. Друзья и знакомые приводили к нему своих детей. Он легко находил общий язык с подростками, вникал в их проблемы. Так он неизбежно подбирался к самой рискованной, самой болезненной для советского общества и самой неизученной теме. Если в Советском Союзе и говорили про секс, то сразу по центральному телевидению. Добро пожаловать на загнивающий Запад. Мир чистогана, оскол капитализма, буржуазная мораль, порнография, проституция, разврат. Чтобы разоружить молодежь, ей предлагают раздеться. Чтобы заглушить голос разума, вызывают к сексу. Для полного выявления индивидуальных потенций здесь создана германская сексуальная партия. Партия будет бороться за либерализацию секса как составной части личной свободы и человеческого достоинства. Однако в середине 60-х тень сексуальной революции накрыла и Советский Союз. Самым страшным фактором советской сексуальности было отсутствие места. Это профессор Кон знал из собственного опыта. В коммуналках он с мамой ютился до 33 лет. Массовое строительство жилья дало стране мощный сексуальный импульс. В тесных и насквозь прослушиваемых хрущевках все-таки можно было уединиться. Жилищная проблема – одна из острейших социальных проблем человечества. Например, в Соединенных Штатах Америки 15 миллионов человек живут в трущобах. Поставленная партией и правительством в 1957 году задача ликвидировать в ближайшие 10-12 лет недостаток в жилье успешно выполняется. Вы мечтаете красиво и современно обставить квартиру? Еще бы! Застойные 70-е стали расцветом советского мещанства и окончательной победой личного над общественным. Вы знаете, когда сегодня анализируются серьезные данные о сексуальном поведении, то сдвиг основной произошел не сейчас,
А он произошел где-то в 60-х, 70-х годах. Как только, так сказать, началась десталинизация, общества из тоталитарного стало превращаться в авторитарное и так далее, личная жизнь тоже стала эмансипироваться. Но никакого серьезного разговора о сексуальной жизни и связанной с ней проблемах так и не случилось. Профессор Кон пытался менять это буквально в одиночку. Первая статья о сексе вышла у него еще в 1966 году. Отдельная глава посвящена этой теме в книге «Социология личности». Нет ничего более наивного, чем представление о естественных нормах половой морали, пишет он. А в журнале «Иностранная литература» даже заголовок выглядит скандально. «Секс, общество, культура». В те годы бороться приходилось за само упоминание слова на букву «С». В начале 70-х профессора Кона привлекли к работе над большой советской энциклопедией, уже 3-м изданием. Ему стоило немалых сил, чтобы пробить статьи «Секс», «Сексология» и «Половая жизнь». До этого в энциклопедии были лишь половые преступления. Первую книгу по сексологии он закончил в 1978 году, но на родине издать ее не рискнули. Она была одобрена 2 академическими институтами и так далее. Потом ее не печатали, потому что издательства боялись и так далее. Это 10 лет тянулось, и книга вышла сначала, причем все легально, через нашу родную цензуру. Вышла сначала в Венгрии, потом в обеих Германиях. С этой книжки начался как раз, вот я потерял, как говорится, лицо. Вдобавок к этому, и словно в наказание, профессора Кона перестали выпускать за границу, и от его имени отвечали отказами на официальные приглашения. Все материалы по юношеской психологии, которые я собирал в течение 20 лет, я запечатал в картонку, написал на ней «Париж» и убрал на полку в уборную. Надпись означала, что эту картонку я открою, только вернувшись из Парижа. Но в Париж меня, естественно, не пустили. А через несколько месяцев в дверь раздался звонок. Это были ребята-пионеры. Они пришли и спрашивают, а нет ли макулатуры? Тогда я понял, что это Божий глаз. И я отдал им эту нераспечатанную картонку, в которой на самом деле лежало их светлое будущее. Меня долго не пускали, причем не пускали по-хамски. Хамство было постоянное. Мне срывали работу. Я чувствовал себя бессильным. В 1985 году профессор Кон вместе с мамой переехал из Ленинграда в Москву. Казалось, что в столице идеологический прессинг будет меньше. Но на этот раз ему помогло само время. В политической истории Советского Союза в муках, в борьбе с трудностями и осложнениями вступает новый демократический этап. Сложно представить, что чувствовали советские граждане, увидев на большом экране вот это. Зачем ты это сделала? Вас с работы отпросилась. Ты взял и плюнул, как свинья. Как верблюд. В 1988 году фильм «Маленькая Вера» стал лидером всесоюзного проката. Его посмотрели почти 55 миллионов человек. И это вершина айсберга. Горбачевская перестройка идет почти 3 года. По всей стране работают видеосалоны, в которых крутят недоступное прежде зарубежное кино. И не только боевики со Шварценеггером и Сталлоне. Всесоюзные эротические хиты «Эммануэль», «Калигула», «9,5 недель» и, конечно, «Греческая смоковница». Ее автор Зиги Ротемунд – патриарх немецкой эротической комедии. В репертуаре советского киноподполья был еще один его шедевр «А ну-ка, девочка, разденься». Впрочем, за первым сексуальным впечатлением последовало куда больше вопросов, чем ответов. Мне 31 год. Я окончила институт, мечтала о любви и, полюбив, вышла замуж за человека, который подходил мне по своим взглядам, привычкам, идеалам. Прожили мы всего 2 года, а теперь я на пороге одиночества. Мой муж сказал, что не устраиваю его как женщина. Кто мне поможет? Я многому училась, а тут оказалась безграмотной. Да разве только я одна? Краснодар.
Мария М. Профессору Кону под 60, но благородная седина и солидный статус ученого не мешают ему стать первой звездой секс-просвета. Но молодежь права в одном отношении, что при том уровне сексуальной культуры, который у нас существует, при тех табу, запретах и отсутствии научной информации, полового просвещения и так далее, мы действительно будем иметь трудности и с инфекционными заболеваниями, и с самой нормальной половой жизнью. Он дает интервью по телевидению, пишет статьи и отвечает на письма читателей в главных газетах и журналах страны, выходящих миллионными тиражами. Иррациональное табу слов распространяется и на научные издания. Сплав невежества, ханжества и перестраховки в этой области достиг алмазной прочности. Он практически непробиваем. В результате важная сфера жизни молодежи заведомо отдается в чужие руки. Невежество безнравственно и опасно. Много лет наши педагоги и врачи запугивали подростков ужасами мастурбации, вызывающей якобы потерю памяти, импотенцию и бог знает что еще. Внушенный невежественными взрослыми страх снижает самоуважение подростка, убеждает его, что он безволен и обречен на всевозможные неудачи. Пропаганда презервативов до сих пор квалифицируется как растление молодежи. А стоит заговорить о плохом качестве этого товара, о том, что отечественный презерватив, мягко выражаясь, не способствует удовольствию. Тут вообще шарахаются. Машут руками, будто настаиваешь на выпуске порнографических открыток. Why is the abortion rate so high in the Soviet Union? Suddenly I feel silence from this audience. The abortion rate is very high in the Soviet Union. Yes, sir. Я могу дать профессиональную справку. I can give you professional information. We are lagging behind. We consider these topics to be somewhat delicate, and your question gives rise to a rather acute reaction. But the situation is bad with birth control. There isn't enough of it, but it's certainly a weak point in our society. Сразу же после записи передачи прямо в холле телестудии Останкино меня обступила толпа встревоженных москвичек. Неужели вы полагаете, что пилюли лучше абортов? Без американской телекамеры я, разумеется, сказал, что я думаю о невежественных врачах и о Минздраве. В ту ночь я долго не мог заснуть и горько плакал от собственного бессилия, что не могу помочь этим красивым молодым женщинам. Вскоре на первый план вышла еще одна тема, которую советское общество обходило молчанием. Началось все по традиции с загнивающего Запада. В Америке СПИД бушует с 1981 года. Это западная болезнь. У нас нет базы для распространения этой инфекции, так как в России нет наркомании и проституции. Так, в 1986 году власти успокаивали зрителей программы «Время». Ну, то есть всю страну. На самом деле вирус иммунодефицита уже расползался по Союзу. Вот только занимался им вовсе не Минздрав. Операция «Инфекция» – самая масштабная, самая успешная и, вероятно, самая аморальная кампания по дезинформации, которую придумали в КГБ. Не случайно о ней рассказывают теперь в Берлинском музее шпионажа. В октябре 1985-го литературная газета публикует статью «Паника на Западе» или «Что скрывается за сенсацией вокруг AIDS». Выходящая в Индии солидная газета «Патриот» прямо высказала предположение, что AIDS – следствие бесчеловечных экспериментов Вашингтона. Специалистами из Форт Детрика создан еще один вид биологического оружия. Вирусом заразили часть донорской крови, которая в ходе начавшихся испытаний переливалась ничего не подозревавшим больным. Отдельные испытания были проведены в Гаити и в США на изгоях общества – наркоманах, гомосексуалистах, бездомных. Историю о бесчеловечных экспериментах Вашингтона подхватывают другие советские газеты
Спустя год, уже на Западе, выходит брошюра уважаемого немецкого биолога Якоба Сигала «Зло, сделанное в Америке», и становится мировой сенсацией. Пройдет много лет, прежде чем исследователи смогут распутать клубок этой лжи. КГБ не раз использовал индийскую газету «Патриот» для вброса фейков. Статья про СПИД появилась в ней еще в 1983 году и ссылалась на анонимное письмо некого американского ученого. Выждав пару лет, КГБ перешло к активной фазе. Тогда же к операции подключились немецкие штази и другие дружественные спецслужбы. Секретное письмо об этом сохранилось в болгарском архиве. Неизвестно, работал ли Якоб Сигал, живущий в Восточном Берлине профессор университета Гумбольдта, по прямому указанию штази, или его аккуратно направляли. Also ursprünglich arbeitete ich über ganz andere Probleme und hat mit dem AIDS nichts zu tun. Aber als dann das Märchen lanciert wurde und auch qualifizierte Kollegen mir das als neueste Entdeckung servierten, fing ich an, mich dafür zu interessieren. Так или иначе, благодаря его брошюре дезинформация разлетелась по всему свету и бумерангом вернулась в СССР. Между тем, в 1987 году в Союзе выявили первого пациента с ВИЧ. На самом деле он жил с вирусом больше 5 лет. В 1988-м массовое заражение в детской больнице в Элисте и первая смерть от СПИДа. Молчание и ложь сменились истерикой. СПИД – это чума 20 века. Дни этих людей уже сочтены, и никто уже не сможет им помочь. Журналисты одновременно пугают публику страшными картинками и успокаивают тем, что под ударом так называемой группы риска. Это ведет к расчеловечиванию людей с ВИЧ. Ну, судя по рукам, курите довольно часто, да? Вы проверьте, что найдете. А вы уверены, что вы не больны? Инкубационный период от 5 лет. Тогда я могу такой же вопрос задать вам. У меня некоторые есть гарантии. А у меня тоже, значит, есть гарантии. Какие? Случайно половой связи? Меня тянет сюда, вот тем более, когда выпью. Я люблю мужчин. Вот так даже? Да. Первый в Советском Союзе больной был тоже из их числа. Именно он стал первопричиной распространения СПИДа в СССР. Профессор Кон и здесь не остается в стороне. Всегда тихий и спокойный. Теперь он и сам практически срывается на крик. Мы отгородились от проблемы СПИДа этими группами. Мол, СПИД – это там, у них, за непроницаемой стеной. А тут у нас все спокойно. Но этой стены нет. Группы риска обитают не на Луне, а здесь, среди нас. Давайте, наконец, скажем честно. Опасность заразиться СПИДом уже давно вышла из резервации групп риска. Зоной риска стал вообще секс. Посмотрите, зараженных СПИДом еще очень мало, но козла отпущения, врагов мы уже нашли. Проститутки, гомосексуалисты, наркоманы. Ненависть населения по отношению к этим группам у меня, как у социолога, уже просто вызывает страх. Того и гляди, разъяренная толпа выйдет на улицу и начнет их бить. Губанность может быть вот, к людям вот больным СПИДом, пусть они у себя в больнице лежат, конечно, разумеется, все это, ну и то подальше вот, от Москвы, от всех этих дел. А вот к этим потенциальным, вот к этим педикам голубым, какая может быть гуманность? Все, может, он сегодня какую-нибудь бабу трахнул, потом я там мало ли что, я заболел. Конечно, люди. Конечно. Очень много среди них бисексуалистов, которые с теми. Это вообще... Они социально опасны. Убрать их надо. Мне лично пофигу все эти... Пусть они там трахаются, перетрахивают, а СПИДа все выборы там. Вообще оптимальный вариант, чтоб пускай педик, пускай же это, чтобы у него было на лбу написано, что он педик. Эпидемия ВИЧ подогревает в советском обществе без того зашкаливающую гомофобию. Милиция устраивает на геев облавы. Уголовная статья о мужеложестве тоже никуда не делась. За полвека по ней были осуждены десятки тысяч мужчин. Популярный в 30-е певец Вадим Козин отсидел дважды – при Сталине и потом при Хрущеве.
Колыма золотая, Чукотка с бескрайнею тундрою, голосами гудков, языком эстакады стальной, вы расскажете сами, как шли мы дорогою трудною, как в тайге города вырастали за нашей спиной. Сажать по 121 статье продолжают даже в перестройку при реформаторе Горбачеве. Сотни людей каждый год. Хочу рассказать о своем сыне Игоре. В детстве он мне не доставлял никаких хлопот. Рос послушным и способным мальчиком. Закончил школу с отличными оценками, отслужил в армии, затем поступил в институт, закончил его с отличием. Так незаметно ему перевалило за 30. И тут, как гром среди ясного неба, меня вызывают в РУВД не то как на допрос, не то чтобы я узнала, кто есть на самом деле мой сын. Оказывается, один из его знакомых попал в кожвендиспансер с венерической болезнью. При выяснении контактов он назвал моего сына и рассказал, что был с ним в гомосексуальной связи. Начались допросы, очные ставки. Он не выдержал и хотел покончить жизнь самоубийством. Его спасли. Исключили из партии, уволили с работы по статье, присудили ему год заключения. Когда я подошла к прокурору и сказала, что будем жаловаться и подавать апелляцию, он ответил: что ж, жалуйтесь, если вам не стыдно. А потом добавил, что он такую мразь вообще расстреливал бы. Это письмо литературная газета опубликовала в 1989 году. Ниже комментарий профессора Кона. Широко распространен миф, согласно которому гомосексуализм – следствие моральной развращенности. Дескать, эти люди просто не хотят нормально жить, как все. На самом деле, причины формирования той или иной сексуальной ориентации могут быть разными. В науке этот вопрос спорный. Но чем бы она ни определялась, в подавляющем большинстве случаев сексуальная ориентация не является делом свободного выбора. Карать за нее бессмысленно и жестоко. Надо понять, что люди разные, в том числе они разные и по своей сексуальности. Наше общество должно признать право людей на такое различие, как признано это и в абсолютном большинстве стран. Профессор Кон многие годы отстаивает это. Глава о гомосексуальности стала одной из причин, почему советские издательства отказались печатать его введение в сексологию. Какая-то рецензентка взялась даже пересчитывать страницы, посвященные этой теме. А вопрос об отмене уголовного преследования геев профессор Кон ставил еще в начале 80-х. Даже написал аналитическую статью для журнала «Советское государство и право». Ее зарубила редколлегия. Один из членов редколлегии, бывший начальник ленинградской милиции, просто развел руками от удивления. Как вообще Игорь Семенович может поднимать этот вопрос? И рассказал, как в свое время он собрал большой материал на ленинградских гомосексуалов. Но в обкоме партии ему сказали: «Ты что, хочешь закрыть оркестр филармонии и Кировский балет?» Генералу пришлось отступить, но он запомнил обиду. Вот такими, беззаботными и веселыми, советских геев мог увидеть, наверное, лишь западный журналист. Ленинград, лето 90-го. Знаменитая Плешка, то есть место встречи, в Екатерининском саду. И еще одна, у Гостиного двора. Their attitude is absolutely animal-like. They despise us. If you want to meet people, you come here. There's another big problem. That is where to have sex with a partner. Советский Союз так и не отменил 121-ю статью. Ликвидировали ее уже в новой России в апреле 93-го под давлением Совета Европы. Причем сделали это тихо. Правозащитникам пришлось буквально обзванивать тюрьмы и требовать отпустить людей, которые сидят по уже несуществующей статье. Так российские геи вновь обрели свободу. Россия. Лихие 90-е. Реклама, иномарки, ночные клубы, бандиты, героин, свободная любовь. Появление этого магазина вызвало большой интерес. Сотни зевак приезжали сюда, чтобы поглазеть на сексуальных надувных кукол и невиданное ранее приспособления, предназначение которых многие представляли себе смутно.
Профессор Кон признавался, что уже в начале 90-х чувствовал себя заложником темы, сделавшей его популярным. И сегодняшняя наша программа посвящена, прежде чем я скажу, чему она посвящена, я прошу малолетних детей все-таки удалиться от экрана. Тем не менее, он с покорностью исполнял роль просветителя, в шутку называя себя интеллектуальным секс-символом. Сегодня вообще в профессиональной литературе слово «проституция» искореняется. Их называют сексуальные работники, секс-работники. Это профессиональная деятельность. Тогда больше безопасности и для работников, и для клиентов. Я хочу пригласить в студию крупнейшего специалиста в этой области, автора первых книг и первых тем на эту тему, Игоря Кона. Игорь Семенович, добро пожаловать! Игорь Семенович Кон. Ни одна программа не дает того, чего пугаются люди, пугаются родители, и вокруг этого нагнетаются страхи, что вот если мы с детьми разговариваем на эти деликатные темы, то они будут раньше начинать половую жизнь, мы их стимулируем и так далее. Этого не происходит нигде. Не растратив трудолюбия, все 90-е профессор Кон, вернее, уже академик Российской академии образования, продолжает научную работу. Пишет свои самые известные книги о сексуальной культуре России и гомосексуальности. Правда, тиражи этих книг уже не сравнить с советскими, а зарплаты едва хватает на еду. Зато по всему миру академика Кона ждут коллеги и бывшие ученики. Это хоум-видео прислал Дмитрий Шалин из Университета Невады. Next time, you see, it's excellent. Next time, when I will take the bath, I will invite you, and you will wash my hands. She's very successful in that. Если бы в 1965 году, когда меня впервые выпустили из страны, я попросил политического убежища в Амстердаме, то был бы сейчас отставным американским профессором, которому не нужно волноваться, как прожить на пенсию. И хотя почти все здесь было лучше, чем дома, я чувствовал себя посторонним. Мне нужна была не столько абстрактная родина, сколько мой старый письменный стол и чувство, что я кому-то нужен. Вот ему, правда, интересно было заниматься наукой как способом понимания людей. Самого себя, я думаю, и других людей, мужчин, женщин, разных людей, разного секса, разных ориентаций, разных интересов, разного возраста. У него было любопытство к разнообразию людей. Ну и тоже любопытство, я думаю, к эпохе, потому что он жил в эпоху сталинизма, он расцвел, в общем, в эпоху оттепели, когда он действительно, значит, понял, что он может сделать, что он может внести, какой вклад, на что повлиять. И он получил, в общем, в ответ признание и карьеру. Ну и потом началась перестройка, когда, так сказать, это все действительно пошло в дело. Потом начался, путинизм, когда все это пошло в разнос или пошло назад. – 30 января 2001 года академик Кон читал лекцию в МГУ. Сразу после начала в зале стали взрывать петарды и развернули плакаты с оскорблениями. В него самого бросили торт. Через неделю к двери его квартиры подбросили муляж бомбы. Пошли анонимные звонки с угрозами убийства. В 2002-м так называемые православные активисты издали о работах академика Кона целую брошюру. Считай, готовое обвинение. Позже за такое действительно начнут сажать. Публичную деятельность И.С. Кона по существу можно считать активно ведущейся информационно-психологической войной, преступной деятельностью, направленной против детей и молодежи, против традиционных духовных ценностей России. Россия, 21 век. Традиционные ценности. С трудом пережив страшные 90-е, мы все-таки встали с колен, нашли нового национального лидера, вернулись к своим духовным истокам.
глубоко порочной европейской идее прав человека противопоставили свои традиционные морально-религиозные ценности, зримым воплощением которых наша страна была от Ивана Грозного до Сталина. Когда в 2005 году готовилось переиздание книги о сексуальной культуре, Игорь Кон написал другу: «Это самый смелый поступок в моей жизни». В 2010-м, работая над третьим и последним изданием, подытожил: «Грустная получается картина. В этом гадюшнике, как при застое, любая нормальная книга автоматически становится подрывной». Тем не менее, он продолжал исследовать болезненные, табуированные темы. Главной в последние годы стала для него проблема гендерных ролей. Говорят о том, что происходит феминизация мужчин, вот они становятся слабыми, женственными, а другие говорят, что происходит маскулинизация женщин, куда исчезла нежность, ласковость. Это и то, и другое очень легко проиллюстрировать примерами, но никакого научного значения это не имеет. А вот что можно реально увидеть, это то, что происходит ослабление гендерной поляризации. Жизнь выглядит более сложной, но одновременно она гораздо более интересная, никакой катастрофы. Россия, 21 век. Государственная гомофобия. Опросы общественного мнения, они показывали, что с начала 90-х, когда начались, до 2003 года уровень гомофобии в стране уменьшался. А дальше пошла обратная тенденция, потому что появилась политическая гомофобия. Потому что одно дело гомофобия глубинная, трибалистская, людей так учили, и, значит, они так усвоили и все прочее. А другое дело, когда на этом наживают политический капитал, и когда гомофобию делают национально-религиозной идеей. На самом деле нельзя иметь ненависть к кому угодно, разжигать ненависть к какой бы то ни было группе, потому что это автоматически будет экстраполировано на остальных. Чувствуя себя не пожилым ученым, а подрывающим устои диссидентом, профессор Кон, однако, продолжал открыто критиковать власть и церковь и защищать идеи, в которые верил. Ничего нет скандального, когда я говорю о правомерности однополых браков, не церковных, это делает церковь, и нормализации гомосексуальности. Это то, что происходит в мире, и никакими силами, нравится, не нравится, в этого не становится. В этом нет скандала. Россия, 21 век. Пытки и убийства. Силовики, которые меня сдержали, меня очень долго пытали, они, наверное, час, если не больше. Они очень долго меня пытали этим током. Мне еще выбили зубы передние. Один урод, они же любят это делать, это же их любимое. Один урод стал этот шланг, он, порвал изнутри. Потом меня подняли, я упал в обморок, мне стало плохо. Они меня просто на улицу выкинули, что ли. Они говорили о том, чтобы, если еще вспомнишь про то, чтобы с парнем переспать, вспомни это просто и все. Признание движения ЛГБТ экстремистским поставило точку, но уже много лет в России абсолютно безнаказанно пытают и убивают парней, заподозренных в гомосексуальности. Это происходит в Чечне. Лакмусовая бумажка вновь стала багровой от крови. Все прогрессивное человечество понесло тяжелую утрату, ибо перестало биться сердце великого проповедника гомосексуализма и педофилии в нашей стране, академика Академии педнаук Российской Федерации Игоря Семеновича Кона. С него именно в нашей стране началась пропаганда Содома и Гоморры. И вот сегодня, в этот пасхальный день, Господь освободил нас от того, чтобы быть согражданами этого человека. Игорь Кон продолжал работу буквально до последнего дня. 26 апреля 2011 он сказал своему редактору в издательстве: «Смерти я не боюсь.
Днем работаю за компьютером, это отвлекает. Звоните не позже 7. Устаю и могу задремать, перебирая мысли о предстоящем. На следующее утро его не стало. Ему было 82 года. Свою книгу воспоминаний Игорь Кон назвал «80 лет одиночества». Говорят, что мужчина, чтобы состояться, должен родить сына, построить дом и посадить дерево. Я не сделал ни первого, ни второго, ни третьего. Не совершил никаких подвигов, не сделал замечательных открытий, не создал научной школы, не сидел в тюрьме, никуда не избирался и вообще мало в чем участвовал. Я и сам вырос в обычном российском городе. В обычной, то есть советской семье. Помню, как мама закатила скандал, найдя в моем школьном рюкзаке презерватив. Мы с одноклассниками в шутку купили его в ларьке. Помню, как учительница химии оставила нас после уроков, включила видеокассету, и вся пунцовая выбежала из класса. Там был какой-то фильм про половое созревание. Пестики, тычинки. Дальше этого сексуальное просвещение в школе так и не продвинулось. Еще помню, как нашел у старшего брата журнал «Ровесник», а в нем курс выживания для подростка. Что? Мастурбация – это нормально? И не отвалятся руки, и не вырастут на них волосы? Книг Игоря Кона в нашем доме не было. Иначе, я уверен, мне не было бы так страшно и одиноко, когда в 17 лет я вдруг понял, что не такой, как все. На самом деле Игорь Семенович совершил много подвигов. Он спас, продолжает спасать тысячи людей от непонимания, одиночества, страха, боли. Популярный вопрос: а что сам Кон? Всю жизнь прожил с мамой, жены и детей у него не было. Значит, гей и скрывал свою сексуальную идентичность. И ответ простой. Он боролся как раз за то, чтобы это было неважно. На могиле Магнуса Хиршфельда, пионера сексологии, выбита эпитафия «Через науку к справедливости». Это был его профессиональный девиз. Прах Игоря Кона друзья тайно захоронили рядом с могилой его матери на Шуваловском кладбище в Петербурге. Когда-нибудь, я уверен, там тоже будет красивый памятник. А может быть, и это эпитафия. Ради чего я все эти годы плыл против течения? Стоило ли это делать? Если бы я верил, что мои сочинения могут изменить направление общественного развития, я был бы плохим социологом, но если бы замолчал, плохим гражданином. Свобода – это индивидуальный выбор, а научная книга – информация к размышлению. Не больше, но и не меньше.